Всем привет! В этом уроке мы с вами разберем GraphView. Это, пожалуй, такой самый мощный инструмент для работы с анимацией в Spine. Если вы хотите, чтобы ваши анимации были плавные, выразительные и профессиональные, то GraphView — это именно то, что вам нужно изучить. Где его открыть? GraphView находится в разделе Views, либо горячая клавиша Ctrl-G. Для начала переходим в режим анимации и нажимаем клавишу, в моем случае для Mac это Alt-G, и вы видите, появился у нас граф. Либо вы можете открыть его с помощью меню Views. Переходите в меню Views, и здесь находите граф. Нажимаете, и он становится видимым. Что, по сути, собой представляет граф? Это редактор, в котором ключи анимации отображаются в виде кривых. Давайте посмотрим. По горизонтальной оси у нас отображается время в кадрах. То есть вы видите, здесь так же, как и для Dropshits, отображаются все кадры, а также кадры, которые показываются с помощью гостинга. Давайте, кстати, его сейчас пока что отключим. А по вертикальной оси, по оси Y, это у нас отображается значение свойства. То есть, условно говоря, вот это значение отличается от вот этого значения, потому что они отличаются по оси Y. Если бы они находились на одном уровне, вот на уровне, допустим, вот этой белой линии, тогда бы они не отличались по значению, а отличались бы только по времени их выставления. Все ключи, которые вы расставили на таймлайне, здесь превращаются вот в такие точки, и между ними есть линии. Это и есть наши кривые, которые показывают, как значение меняется с течением времени. Если сравнивать GraphView с Dropshits, то разница принципиальная. Dropshit показывает только расположение ключей во времени, где какой ключ стоит, на каком кадре, но он не показывает значение этих ключей. А GraphView как раз таки показывает и время, и значение, на каком кадре ключ, и какое у него значение в этом кадре. А также как происходит переход от одного значения к другому. При этом GraphView лучше всего использовать для детальной работы с небольшим количеством костей. Ну, в идеале там, вы выбираете одну кость или там, выбираете группу костей и выбираете один инструмент, например, там, перемещение, как вот в данном случае. И в GraphView мы можем очень детально настроить эту кривую. Если же в GraphView запихнуть сразу все кости, то это будет каша из кривых, и вы просто запутаетесь. Вот смотрите, допустим, сейчас выберу какую-то другую анимацию, и мы включим все отображения всех костей и всех кривых. То есть здесь очень сложно разобраться, что происходит, и какие-то манипуляции проводить очень сложно. Итак, давайте пройдемся по всем возможностям GraphView. Слева от области с кривыми вы видите строки. Это что-то вроде списка свойств, которые сейчас видны в графе. Это то же самое, практически то же самое, что и для Dropshits. Давайте включим Dropshits и сравним. Вот мы включили Dropshits, и вы видите, что те же самые строки отображаются и здесь, и здесь. Перемещу Dropshits сюда, как вкладочку, чтобы можно было удобно переключаться между ними. Самая первая строка, она называется Overview, обзорная строка, на ней написано название вашей анимации, и у нее, как и у всех остальных строк, есть такая точка видимости, маленький кружочек рядом с названием. Если эта точка не активна, и вы кликните по ней, включится отображение сразу всех кривых, которые есть на графе. Это очень удобно, когда нужно быстро показать все. Допустим, так как у нас уже была активирована эта опция, возможно, вы не заметили, как я это сделал, поэтому я покажу снова. Для того, чтобы это показать, вы просто выбираете одну кость, потом пробелом или эскейпом снимаете с нее выделение, и вы видите, что сейчас эта точка не активна. Если костей очень много, Spine специально не делает видимыми все кости, чтобы они не захламляли GraphView. Поэтому, как я и говорил, чтобы увидеть все кости, вы просто нажимаете вот на эту точку. Все кости и инструменты активируются, и вы видите все ключи и кривые на графе. Если в проекте несколько скелетов, для каждого скелета появляется своя такая обзорная строка, и если вы скроете скелет в дереве, он автоматически скроется и здесь, в графе. Давайте включим наше дерево. Клик по названию анимации в обзорной строке выделяет эту анимацию в дереве. Это полезно, когда вам нужно быстро переключиться на другую анимацию. То есть вы нажали сюда на анимацию и можете переходить на другую анимацию. Это удобно, можно это делать горячими клавишами, ну, в целом, кто как привык. Обычно я делаю это через панель Animation, либо горячими клавишами. Если вы выбрали определенную кость, и она у вас единственная в этой панели, то вы не сможете включить или выключить данную кость. Но если вы снимаете выделение с этой кости, и у вас открывается такой обзорный вид, вы можете переключаться между костями, просто нажимая на эту кнопку. Либо выбрав сразу все, как мы уже обсуждали, кости, и нажимая на определенную кость, вы переходите в данную кость, либо нажимая Ctrl на кость, вот смотрите, мы сейчас снова выберем все кости, я нажму Ctrl, буду держать Ctrl, и нажму на данную точку. Вы отключите одну кость, то есть вы можете, если у вас там 7 костей, и вы хотите выделить только 6 из них, проще будет сделать таким образом, выделить все кости и убрать ненужную кость из видимости. Строки костей можно перетаскивать вверх и вниз, меняя их порядок. Это такой чисто организационный момент. Иногда полезно, когда работаешь с несколькими костями, и хочется, чтобы они шли в определенном порядке. Для этого, как и в Dropshits, нужно потянуть за вот эти стрелочки и переместить кость вверх или вниз. Под строкой кости находится строка свойств. Это уже конкретные свойства, там перемещения, вращения, размера и так далее. Если ключи поставлены для свойств, вы увидите их в виде точек на этом поле.
Причем одно свойство может иметь несколько кривых. Например, позиция – это сразу два значения x и y, и для каждого строится своя кривая. Например, давайте перейдем вот в эту кость, выделим ее, и вы увидите, что инструмент у нас один, но кривых у нас две. Вот это и вот это. Это две кривые. Одна относится к положению персонажа по y, вторая по x. Как видите, если я перемещаю вот здесь ключ, я меняю значение, и у нас меняется значение по y. А если я буду перемещать кривую, которая находится снизу, она не всегда находится снизу, просто они немножко отличаются цветом для инструмента Translate. Одна кривая более светлая, вторая кривая более темная. И вот перемещая нижнюю кривую в данном случае, вы видите, что у нас персонаж смещается по оси x. Здесь, когда вы наведете на кривую, вы увидите небольшую подсказку снизу, что это x Translate. А вот здесь будет у нас y Translate. Вот видите, вот здесь в этой области будет небольшая подсказка. Вот она. Когда я навожу, он указывает, что это за кривая, к какой оси она относится. Давайте вернемся. Когда вы нажимаете на имя свойства в строке, автоматически выбирается соответствующий инструмент трансформации. Допустим, вы кликнули по Translate, и у вас автоматически выберется Translate. Посмотрите, я сейчас поменяю инструмент и снова нажму на это свойство, и у нас выбрался инструмент перемещения. Это сделано чисто для ускоренной работы, чтобы там, вы не отвлекались на переключение инструментов. Но, если честно, я переключаю инструменты исключительно хоткеями. И вам советую также делать. Это значительно быстрее. Если в анимации есть ключи на переключение draw-ордера, когда меняется порядок слоев для изображений, такие ключи тоже проставляются. Допустим, в этой анимации у нас нет таких ключей. Давайте посмотрим, в каких анимациях они присутствуют. Вот здесь, допустим, у нас анимация hit, и вы видите, что у нас есть ключи draw-ордер. Если мы нажмем, то мы увидим, что в этом месте ключ, в этом месте, в этом месте ключ, и вот по этим местам тоже находятся ключи. То же самое с ивентами. Такая же строка и название ивента, и вы увидите точно такие же ключи. В этих анимациях нету ивентов, но в целом логика такая же. Ключи draw-order и ключи ивентов, они не привязаны к конкретным костям, и отображаются они всегда в самом низу списка. Но только если для них есть ключи. Если ключей нету, как я вам уже показывал, то draw-order и event строки не отображаются. Итак, как вы уже поняли, мы можем выбирать несколько костей одновременно, чтобы включить их видимость, просто нажимая на кости с Ctrl, или нажимая на инструменты с Ctrl. Вы тоже будете выделять соответствующие инструменты, которые будут видимы здесь. Также вы можете скроллить, если много костей, то есть при скролле вот эта область, вот эта view не меняется. Итак, давайте разберем ту навигацию графа, которую мы уже знаем, и которая точно такая же, как и для Dopshits. Если мы перейдем в Dopshits, вы увидите, что здесь у нас присутствуют такие же инструменты, как и здесь. Ну, сейчас нет, потому что включена синхронизация, но если выключить синхронизацию, вы увидите, что у нас присутствуют точно такие же инструменты в большинстве своем, как и для графа. Что они значат, вы уже в курсе. Это фильтр, блокировка костей, обновление заблокированных костей, выделение заблокированных костей, также проставление ключей выделенных костей, copy-paste, блок, Shift и Offset, вы это все знаете. На чем мы чуть позже остановимся, это на остальных элементах, таких как Frame, авто, сердечко, молния, Store опция и на кривых Bezier, на типах кривых и на пресетах. Это чуть позже. Теперь давайте посмотрим на саму область с кривыми. Ключи здесь отображаются в виде маленьких квадратиков. Вот этих квадратиков. Даже если вы будете приближать, их размер не изменится. Где находится квадратик по горизонтали, это кадр. Вот вы видите, что у нас этот квадратик по горизонтали находится на 43-м кадре. А вот этот квадратик у нас находится на 33-м кадре. Давайте я упрощу задачу. Мы сейчас сделаем вот такой вариант, когда Dopshits у нас будет дублировать граф. Включим синхронизацию. Так, снова выберем какую-нибудь кость. И вы видите, что у нас при включенной синхронизации Dopshits показывает точно те ключи, с которыми мы работаем сейчас в графе. Итак, продолжим. Вы видите, что вот этот квадратик, он находится на 33-м кадре, что и видно у нас в Dopshits. Вот он ключ, rotation, который находится в 33-м кадре. Следующий ключ у нас находится в 37-м, и вот они пошли квадратики. То есть, перемещаясь по оси X, вы перемещаетесь по времени. То есть, квадратики расположены во времени. А где находятся квадратики по вертикали, по оси Y, это значение. Вы видите, у нас здесь есть определенная шкала, она меняется в зависимости от инструмента. Давайте мы выберем другую кость, в которой присутствуют все возможные инструменты. Вот у нас есть такая кость Nose Control, и мы здесь видим, что у нас отображаются кривые для всех инструментов. Это Rotate, Translate, Scale, ну, не хватает только Share. Итак, давайте переключимся на какой-нибудь инструмент, допустим, в Rotate, и вы видите, что у нас Rotation меняется. Вот начальный кадр, нулевой кадр, и Rotation у нас расположен на нуле, то есть 0 градусов поворот. А самая наивысшая точка у нас в этом ключе 43 и 99. В этих ключах вы видите, что поворот у нас где-то примерно 4,5 градуса. Если мы выберем данную кость,
то вы увидите, что у нас здесь отображается сейчас у нас глобальный поворот, то есть как отображается кость в глобальных координатах. Но если мы переключимся на локальные координаты, вы увидите, что у нас отображается поворот 4 градуса 524 тысячных. А если вы переключитесь на инструмент, допустим, Scale в нашем случае, то вы увидите, что наша шкала изменилась. Она теперь соответствует значениям инструмента Scale. То есть наше значение менялось от 100%, вот здесь написано значение, от 100%, допустим, до минимальной 40% Scale. Так, с этим все понятно. Итак, между квадратиками проведены линии. Вот здесь линия между ключами, вот эта линия, вот эта линия. Это и есть кривые, которые показывают, как значение меняется от одного ключа к другому. Иногда кривая выглядит не идеально гладкой. Между двумя кадрами вы можете заметить какие-то сегменты, из которых она состоит. Это не баг и не ошибка. Вот, допустим, вот здесь, если вы присмотритесь, вы увидите вот эту сегментированность. Это то, как кривая будет выглядеть в рантайме, в игре. Потому что на самом деле любая кривая – это набор вот таких сегментов. Если вам не нравится такая кривая, вы считаете, что анимация должна быть плавнее, просто где-то в серединке проставьте еще один кадр, и вы увидите, что эта кривая станет более плавной. Вот видите, здесь она приняла более плавное значение. Можете еще здесь поставить кадр, и теперь она стала выглядеть совсем плавно. Когда в графе отображается несколько кривых, они могут накладываться друг на друга, вот как здесь. Вообще ничего не понятно, но в целом это не лучший пример. Но давайте разберем его. Здесь очень сложно разобраться, где какая кривая, но когда вы нажимаете на какой-то ключ выбранный, вы видите, что эта кривая начинает рисоваться поверх остальных кривых. Давайте, допустим, выберем еще какую-то вот кривую поворота, и вы видите, что она начинает рисоваться сверху кривых. И примерно вы представляете, как она выглядит. Или вот там какую-то еще одну кривую выберем. Вот она где-то здесь пошла. Ну, это такой, я вам показываю просто какой-то экстремальный вариант. Обычно так никто с кривыми не работает и выделяет все. Исключительно берут кость, либо группу костей и работают с одним инструментом. Так с костями, конечно же, очень сложно работать, практически нереально. Сейчас давайте поговорим о том, как граф работает с режимом повтора анимации. Сейчас я перемещу сюда анимации, чтобы было немножко удобнее с ними работать. И переключимся на какую-то более короткую анимацию, допустим, походки. Выберем любой ключ. И что мы здесь видим? У меня сейчас включена опция Repeat. Если выключить эту опцию, то слева от начала ключей, от первого ключа, вы увидите сетап-позу, то есть на каких значениях находится персонаж в этой позе, вот здесь вот, для данной кости. Вот эти значения. Вы видите, что они не совпадают с текущими ключами. То есть у меня ключ перемещения находится сильно высоко, а в сетап-позе он находится вот на этом уровне. А справа, в конце анимации, у нас просто из конечных кадров выходят прямые линии горизонтальные, которые идут в бесконечность. Если репит включен, то вы можете наблюдать, что сначала и в конце анимации у нас начинает прорисовываться повторяющийся цикл. Если мы пройдемся сюда, вы увидите, что у нас повторяется эта анимация циклично. То есть вы видите, как она будет дальше работать. Вот когда у нас проходит конец анимации, вы понимаете, что дальше, если эта анимация циклична, положение костей, значение костей изменится вот так вот. Это очень удобно для того, чтобы понимать, совпадают у вас кости или не совпадают. Первое и последнее. Для цикличности в анимациях это необходимая вещь. Также, если вы нажмете вот на эту стрелочку, то слева немножко расширится область для того, чтобы вы видели, как последние ключи соединяются с первыми ключами. С этим, я думаю, все понятно. Давайте остановимся на понятии разделенных свойств. В Spine одно свойство, как я уже говорил, может содержать несколько кривых. Самый наглядный пример – это цвет в формате RGB альфа. Это 4 значения – красный, зеленый, синий и альфа. И для каждого из этих значений своя кривая. Чтобы это увидеть, вот смотрите, я подготовил вам такую анимацию. Вы видите, что в Dopshits у нас присутствует для RGB 3 ключа. Это ключ в начале, в конце они одинаковые, и в серединке я меняю этот ключ. Так как я в середине поменял этот ключ, я просто изменил цвет. Вы видите, что у нас для нашего персонажа я изменил цвет бороды. В начале анимации она была белая, в 30-м кадре она стала такой вот коричневой. И вы видите, что в Dopshits у нас только один ключ стоит, но в графе мы видим 3 кривых. И меняя значение любой из этих кривой, вы увидите, что у нас меняется цвет для бороды. Вот это и значит разделенное значение. Также для инструмента Color у нас присутствует еще и альфа-канал, который у нас изменяет прозрачность данного спрайта. Вы видите, что у меня прозрачность начинается от значения 100. Вот здесь вот видите значение 100 и приходит к значению 0, то есть альфа 0, прозрачно. В Dopshits это обозначается просто такими отрезками. Видимо, невидимо, видимо, невидимо. А в графе вы можете видеть, как изменяется со временем кривая прозрачности. И изменяя эту кривую, вы можете влиять на то, как быстро прозрачность будет исчезать или появляться. Тут, я думаю, понятно. Некоторые свойства, которые обычно ключуются вместе, можно разделить. Это касается, например, инструмента трансформации. Давайте выберем другую кость, и я вам покажу, как это работает. Выставляем ключ
трансформации 1, ключ трансформации 2, 3. И вы видите, что у нас проставились одновременно ключи и для Y, и для X. Для того, чтобы разделить этот инструмент на два отдельных инструмента, мы просто нажимаем вот эту галочку Translate. Это касательно инструмента Translate, естественно. Есть такие же галочки для Scale и Share. И вы видите, что наш объединенный инструмент принял значение двух инструментов. Теперь мы можем выделить инструмент Translate X и переместить, допустим, этот ключ или изменить его как-то. Но теперь, если включить видимость инструмента Translate Y по оси вертикальной, вы увидите, что наш ключ остался неизменным. Таким образом, вы видите, что можно ключевать независимо друг от друга один инструмент. Это дает вам больше гибкости в анимации. Итак, давайте теперь поговорим про типы кривых. Мы уже знаем, как работают основные типы кривых. Я лишь хочу показать, как они выглядят на графе. Первый тип – это ступенчатая кривая. Итак, ступенчатая кривая, как она отображается в Docsis? Вот такой пунктирной линии. От нулевого кадра до 30-го кадра у нас присутствует ступенчатая интерполяция. Это значит, что кость, в данном случае вот эта наша кость, не будет перемещаться в направлении следующего ключа, то есть значение следующего ключа. Давайте включим для этого гостинг и посмотрим, что у нас показывают данные ключи. Итак, от нулевого до 30-го ключа наша кость будет находиться в одном и том же положении. И только на 30-м ключе она переместится в другую позицию. Вот так это отображается в графе. Прямая линия сплошная и на 30-м кадре пунктирная линия к значению нового ключа. Вы видите, что перемещая гостинг, я попадаю вот этим видимостью в 25 кадров, я задеваю новое значение. И можно сказать, что через 25 кадров наша кость будет находиться вот здесь. Тут все понятно. Вот таким образом отображается ступенчатая интерполяция. Если вы хотите на графе выставить к какому-то ключу ступенчатую интерполяцию, просто выбираете данный ключ или группу ключей и нажимаете на вот эту кнопку. Вы видите, что кривая изменилась на ступенчатый тип. Давайте вернем ее назад. Второй тип кривой – это линейная кривая. Здесь все просто. С каждым кадром значение изменяется с постоянной скоростью. То есть у нас промежутки между кадрами абсолютно одинаковые. На графике она отрисовывается как прямой отрезок от одного ключа к другому. Естественно, также, чтобы изменить тип кривой на линейный, выбираем нужные ключи и выставляем линейный. Теперь вы видите, что между ключами у нас присутствует линейный тип кривой. И третий тип кривой – это кривая Безье. Она отображается, естественно, в виде кривой, и главная ее особенность, что у нее есть два тангента. Вот эти хендлы, можно их назвать тангенты, можно хендлы, как удобно, можете назвать их крутелками. Но суть в том, что у предыдущих типов кривой не было таких хендлов. Эти хендлы находятся по одному с каждой стороны кривой. Перетаскивая эти вот хендлы, вы можете очень точно настроить, как именно значение меняется между ключами. Вот смотрите, сейчас у нас включена видимость 25 призрачных кадров. Давайте включим до 30. Окей. Итак, вот по этой вот кривой будет перемещаться наша кость от вот этого кадра к 90-му кадру. И вы видите, так как это инструмент Translate, по факту у него есть две кривых. Если для инструмента Rotation у нас присутствует только одна кривая поворота, то для инструмента Translate, Scale и Share у нас присутствует по две кривых для X и для Y. Что позволяет делать вот эти тангенты? Вы можете просто сделать, допустим, какой-то очень резкий старт и медленное замедление. И настраивая отдельно кривые с помощью хендлов для X и для Y, вы очень точно можете настроить перемещение и изменение ваших костей с течением времени. Вот давайте для примера я сейчас настрою вам какой-то примитивный сетап, где кость будет как будто бы прыгать. Вот вы видите, за пару секунд можно сделать что-то подобное, и это наглядно показывает, что у нас идет перемещение по X от минус 1300 с чем-то до 951. И это линейное перемещение. А вот по Y у нас идет перемещение вот такими как бы дугами, которые мы в целом можем настроить как нам удобно. Это я просто для примера быстро вам сделал какой-то вариант. То есть чем это лучше обычных кривых, которые были там до версии 4, по-моему, 0? Тем, что в обычных кривых вы видите кривую только между двумя ключами. Вот вы выбрали два ключа, и вы видите эту кривую. Даже если вы выберете 3, даже если вы выберете все ключи, вы все равно видите просто кривую между двумя ключами. Вы можете, конечно же, там взять и настроить эти кривые. Так, кликнули один раз, второй раз, у вас поменялись все кривые. То есть раньше вы не видели вот этой общей картины кривых, и это было неудобно. Сейчас же вы можете через граф наблюдать всю картину, и с течением времени, просто взглянув на граф, вы будете понимать, как эта анимация в целом работает, как кость работает. И вы спокойно можете, если что-то вам не нравится, просто изменить, как-то подкорректировать данную анимацию, просто изменив значение на графе. Если на графе вы что-то накрутили лишнего, как-то там изменили ползунки, хотите, чтобы все вернулось к нормальным значениям без Е, вы просто можете выделить нужную область и еще раз нажать вот на эту кнопочку. И ваши все кривые изменятся до стандартного варианта. Вот такого. Теперь давайте поговорим о пресетах кривых Безье. Это такие заготовки положений тангентов, которые покрывают самые частые сценарии, по мнению разработчиков Spine. Первый пресет – это автоматические тангенты.
Когда он включен, тангенты превращаются на концах вот в такие треугольники. Это отличительная визуальная особенность режима автоматик. И угол этих тангентов подбирается автоматически, исходя из значения соседних ключей. Ну, вы просто ставите ключи в автоматике, и спайн сам делает кривую плавной. Давайте я выберу все ключи и поставлю режим автоматик. Как будто ничего не поменялось. Но когда я выбираю ключ и начинаю перемещать кривую, то вы видите, что с течением времени, вот у нас сейчас значение вот этого ключа сравнялось со значением вот этого ключа. И если я потяну еще выше, то значение этого ключа не изменится, но кривая для этого ключа изменится. Вы видите, что она меняется автоматически, то есть делая кривую более плавной. Если я перемещаю этот ключ выше значения вот этого ключа, то и эти тангенты начинают изменять свое положение. Это такая достаточно удобная функция, я вам скажу. Если вы потянете за автоматический тангент, он сразу перестает быть автоматическим и становится обычным тангентом. В работе могу вам предложить такой вариант. Вы выделяете все ключи, которые поставили, ставите для них тип кривой автоматик и смотрите, как у вас срабатывает анимация. Если что-то вас не устраивает, вы переходите конкретно в точку, которая на таймлайне, которая вас не устраивает, выбираете нужные ключи и уже изменяете их там по существу, как вам удобно. На практике это экономит кучу времени. Итак, следующий пресет — это Separate. Раздельные тангенты. Когда он включен, левый и правый тангент можно регулировать отдельно. Если я сейчас потяну за один тангент, вы видите, что и правый, и левый тангенты, они находятся на одной линии и всегда объединены. Если включить эту опцию, то левый и правый тангент можно регулировать отдельно. Тоже достаточно удобная опция. Для того, чтобы постоянно не включать эту кнопку, вы можете просто с выключенной опцией нажать Alt, выделить тангент и регулировать его самостоятельно с помощью зажатого альта. То же самое и здесь. Не отпуская Alt, регулируем. Таким образом, вы можете сформировать кривую практически любой сложности. Итак, переходим к следующему пресету. Это у нас пресет Flat. Данный пресет выравнивает горизонтально все хендлы. Выделяем нужный ключ, нажимаем вот на эту кнопку, и он выравнивается горизонтально и становится объединенным. Можно выбрать группу и также нажать вот эту кнопку. И вы увидите, что для каждого ключа хендлы стали горизонтальными. Что это дает? Это дает плавный симметричный переход из этого состояния в это состояние. И последний пресет — это пресет Bounce. Вы выбрали какой-то ключ, нажимаете на этот пресет, и вы видите, что ваши тангенты развернулись такой галочкой. Как изменяется анимация в этом случае, я думаю, уже понятно. Давайте выберем только вот эти ключи, которые находятся снизу, и активируем вот этот пресет. Нажимаем, и вы видите, что у нас теперь переход не плавный, а вот такой аркой. Это тоже очень удобно, когда вам нужно сделать какие-то отскоки, либо жесткое изменение направления. В целом можно это сделать и вручную, но если уж есть такая кнопка, почему бы ей не воспользоваться. Так, теперь давайте поговорим про навигацию по графу. Перемещаться по области с кривыми можно точно так же, как и в viewport. Вы зажимаете правую клавишу мыши, и в viewport вы перемещаетесь. То же самое можно делать и здесь, в viewport графа. Колесиком вы изменяете размер. Если вы зажмете клавишу Alt или Option и потянете правой кнопкой мыши по горизонтали, вы измените панорамирование по горизонтали. Если вы потянете по вертикали, вы измените панорамирование по вертикали. Теперь давайте поговорим вот про эти кнопки Frame и Auto. Значит, первая кнопка, что она делает? Когда вы на нее нажимаете, то граф автоматически зумится и так панорамируется, чтобы все кривые были видны. Если у вас уже выделены какие-либо ключи или тангенты, Frame покажет только это выделение. Видите, я нажал на Frame, и у меня отобразилось только мои выделенные ключи. Могу выделить вот здесь, нажать на Frame, отобразятся только они. Они панорамируются практически на весь viewport, чтобы было удобно с ними работать. Следующая кнопка — это Auto. Что она делает? Давайте ее для начала выключим. Вот мы можем работать вот здесь вот с какими-то кривыми, с ключами. И по факту, когда я переключаюсь на другой инструмент, у меня получается так, что при выключенной кнопке авто мне нужно искать, где находится значение этого инструмента. Я даже, если честно, не знаю, где они находятся. Но когда я нажимаю на кнопку авто, у меня автоматически спайн перемещает мой viewport к этим значениям. Это типа супер удобно. И рекомендую вам эту кнопку практически всегда держать включенной, потому что сложно перемещаться по viewport, особенно не знаешь, куда перемещаться, когда такие сильно разнящиеся значения у нас там от минус 750, если выключить, то до 960. Это нам нужно было переместиться по вот этой шкале, аж не пойми куда, до минусовых значений, минус 600, извините, вот они, минус 700. То есть это очень удобная кнопка, и я рекомендую вам, чтобы она всегда у вас была активна. Есть ситуации, когда она, ну, так скажем, мешает. В таком случае вы просто ее выключаете. Вот, допустим, вы сейчас изменили, видите, у вас таким образом как-то автоматически панорамировался, зумировался ваш viewport графа, что это стало совершенно неудобно. Поэтому мы меняем все, как было, и отключаем эту кнопку. И теперь при работе с вот этой кривой у нас нет автоматического панорамирования. Все, когда вы что-то все сделали, вы нажимаете на эту кнопку и перемещаетесь к общему виду.
Так, мы на самом деле еще не поговорили, как можно выделять ключи и тангенты. Значит, обычный клик по квадратику выделяет один ключ. Если вы зажали Ctrl там, или Command на Mac, добавляете ключи к выделению. Вот я могу выделить несколько ключей. У меня выделено теперь 4 ключа. И также повторно нажимая на выделенный ключ, вы убираете с него выделение. То есть у меня сейчас, как вы видите, выбрано только 3 ключа. Если граф залочен, то при клике по ключу соответствующий элемент выделяется в обипорте и в дереве. Вот смотрите. Я снимаю выделение, и теперь у меня не выбрана эта кость. Нет выделения. Я нажимаю на ключ. Ключ у меня выбирается, но сама кость не выбрана. Ни в обипорте, ни здесь, ни в дереве. Снова снимаю выделение. Давайте выберем эту кость. Залочим ее, чтобы она была всегда у нас активна. Снимаю выделение. У меня в обвьюпорте нет выделения этой кости. Вот она здесь находится. Давайте включу видимость костей. Вот она здесь находится. И теперь, если я нажимаю на этот ключ, у меня выделяется и в обвьюпорте эта кость, и в дереве. В целом удобная опция. Имейте в виду. Правый клик по ключу работает по-разному, в зависимости от режима. Если граф разблокирован и показано много кривых, давайте для этого переключимся в другую анимацию какую-нибудь. Вот у нас здесь много кривых. Правый клик по любому ключу переключит граф на отображение только той кости, к которой относится этот ключ. Видите, я нажал правый клик, и у меня выбралась вот эта кость. Если граф залочен, у нас выбрано несколько костей. Давайте выберем вот эту кость, 2 кости достаточно будет. Заблокирую эти кости и нажимаю правой кнопкой, то вы видите, что данная кость выбралась в дереве, а также в viewport. Вот она, наша пузо. Итак, горячая клавиша Ctrl-A или Command-A на Mac, она выделяет все ключи на одной кривой. Если нажмете еще раз Ctrl-A, выделятся все ключи, видимые в viewport. Также работает и с тангентами. Если вы выделили тангент, нажали Ctrl-A, выделяются все тангенты на кривой. Еще раз, выделяются все тангенты для всех ключей в viewport, которые сейчас видимы. И вы можете их, видите, как все вместе трансформировать. Есть одна полезная опция синхронизации, она у меня сейчас включена, давайте я отключу. Сейчас, когда нет синхронизации между Dopshot и Graph, я могу в Dopshot работать с инструментом каким-то, и давайте вот я возьму там инструмент Translate, Body. Вы видите, что в графе остались залоченные кости. Даже если я вот их разлочил, я вижу, что у меня здесь включен фильтр. То есть эти два инструмента, они работают раздельно. Но если включить синхронизацию, причем в новых версиях, в 4.3 версии, у нас можно выбирать между синхронизацией, кто будет главный, либо Dopshot, либо Graph. Если стрелочка направлена в сторону Dopshot, значит Graph влияет на Dopshot. Если наоборот, вот так вот, то значит Dopshot влияет на Graph. То есть Dopshot у нас главное. Выбирая синхронизацию, вы можете зумировать, перемещать viewport графа, и тем самым вы тоже будете перемещать и зумировать Dopshot. Это типа супер удобно, и когда вы выбираете там какой-то ключ здесь в Dopshot, он автоматически выбирается и в графе. Если вы выберете фильтр и, там, допустим, выберете Current Tool, то при изменении инструмента, видите, он будет меняться и в Dopshot, и в графе. Такая синхронизация помогает не запутаться и работать с одними и теми же данными в двух представлениях. Вернемся к графу. Ключи также можно выделять рамкой. Это называется Box Selection. Что нужно делать? Вы просто нажимаете в пустом месте и тянете мышкой. И таким образом вы выделяете группу ключей, которые попали под выделение. Вот в этом прямоугольнике. Очень полезная штука для быстрой работы. То есть сейчас вы можете просто перемещать эти ключи. Также при Box Selection вы можете изменять размер вот этого прямоугольника, тем самым влияя на то, на те ключи, которые находятся внутри. То есть вот смотрите, у нас появляется стрелочка вверх-вниз. Если я начинаю уменьшать этот прямоугольник, то и все ключи пропорционально сжимаются по вертикальной оси. То же самое можно делать и вот растягивать все ключи. Это очень удобная опция, когда вы выделяете группу ключей и делаете вот такие трансформации с ними. Если вам нужно сделать Box Selection прямо на ключе, допустим, когда у вас активно очень много кривых, и здесь сложно попасть в какое-то пустое место, вы просто нажимаете Ctrl и тянете. Тем самым вы просто игнорируете нажатие на ключ. То есть в противном случае, если бы вы просто где-то отсюда начали тянуть, видите, я случайно попадаю на какой-то тангент или еще на что-то. Но если я зажимаю Ctrl, я могу выделять, сколько нужно ключей. Также с помощью Box Selection вы можете выделять тангент, а не ключи. Логика такая же. Вы выбираете тангент, зажимаете Ctrl, делаете выделение Box Selection. Давайте покажу на чем-нибудь более приближенным к нормальным кривым. Вот здесь вот. Давайте выберем автоматик, сделаем. И я, допустим, хочу изменить, если я просто делаю выделение, у меня выделятся только ключи. Но если я подведу сюда и нажму на тангент, а теперь с Ctrl я могу выделить только тангенты. Видите, что выделяются только тангенты, ключи остаются на местах. Также есть определенная опция выделения ключей. Смотрите, если вы просто провели и выделили какую-то группу ключей, отпустили, у вас этот прямоугольник сформировался. То есть вы можете изменять этот прямоугольник, тем самым влияя на ключи, которые находятся внутри этого прямоугольника. Но что если вам нужно выделить только ключи? То есть сейчас у нас ведь выделен прямоугольник, а я, допустим, хочу выделить ключи. В таком случае есть специальная опция в спайне. Если вы перейдете в настройки Settings,
И вот здесь в графе у вас должна быть включена опция Box Selection Pause. Теперь, если вы просто проведете и быстро отпустите, у вас выделятся только ключи. Но если вы проведете и чуть-чуть задержитесь, то вы увидите, что по краям этой рамки проявляются такие бегающие линии. Это означает, что рамка сформировалась. И теперь вы можете работать с рамкой. Как вы уже поняли, ключи перемещаются просто с зажатой левой клавишей мышки. Вы выбрали ключ и перемещаете по вьюпорту графа данный ключ. Это самый простой способ, как можно изменять значение ключа. И в вьюпорте вы видите, что вы делаете. В остальном все так же, как и в DocSheets. Если вы выберете ключ и зажмете Shift и Command, вы сдублируете этот ключ. Если вы выберете ключ и зажмете Option Command или там Alt Ctrl, вы сможете включить опцию Offset. Если вы 2 раза кликните на ключе, он просто исчезнет. Вы тем самым просто удалите этот ключ. Видите, можно удалять тут всего. Для хендлов также все понятно. Вы перемещаете хендлы с помощью зажатой левой клавиши. Если вы зажмете Alt, вы перемещаете хендлы раздельно. Если вы зажмете Shift, вы изменяете только длину хендла. Если вы зажмете Shift и Command, то меняется длина сразу обеих хендлов. Это все очень ускоряет процесс анимации. Когда вы вставляете новый ключ между двумя ключами, которые присутствуют какой-то тип кривой, вы можете заметить, что новый ключ, который вставлен здесь где-то в серединке, он будет наследовать тип кривой, которая выбрана уже была. То есть если я сейчас поставлю ключ здесь, вы увидите, что у нас поставился ключ без Е. Если я выберу, давайте я удалю его, выберу тип кривой линейная и поставлю снова ключ, то вы видите, что этот ключ также имеет кривую типа линейная. То же самое и для третьего типа кривой. Итак, давайте теперь поговорим про снэппинг. Если кнопка снэппинга включена, то когда вы двигаете ключ вверх или вниз, он автоматически привязывается по горизонтали к любому значению других ключей. То есть вот у нас есть какой-то ключ. Если я начну его двигать, то в какой-то момент, когда его значение совпадет со значением любого ключа в этой анимации, он заснэпится к этому значению. Вот видите, я тяну, и в какой-то момент он автоматически принимает значение вот этого ключа. Если я потяну чуть ниже, то видите, что он принимает значение вот этого ключа. Ну, соответственно, это, потому что зациклена анимация. Потянул ниже, и он снэпится к значению вот этого ключа. Это полезно, когда вам нужно, чтобы у нескольких ключей были одинаковые значения. Например, чтобы рука там возвращалась ровно в ту же позицию. Привязка работает ко всем ключам, но предпочитает ключи на той же кривой. А если вы хотите привязать значение какого-то выбранного ключа к определенному ключу, просто наведите на него мышь на секунду. То есть вот давайте пример. У нас есть два значения очень близких. Видите, что если я чуть-чуть перемещу еще выше, у меня вот он заснэпится. Но я хочу привязать значение вот этого ключа к к этому ключу, к нижнему. Все, что мне нужно сделать, это выбрать ключ, подержать здесь немножко и перетянуть. Видите, таким образом я приснепился к этому ключу. Еще раз, смотрите, отключу снэппинг и сделаю так, чтобы эти ключи находились практически на одной линии. Теперь включаю снэппинг и, подержав вот здесь вот мышку, перемещаю ключ, и вы видите, что линия белая идет от моего текущего ключа к вот этому ключу. То есть мы пропускаем при снэппинге вот этот ключ и сразу снэпимся к вот этому ключу. Это тоже очень удобная опция. Когда любая привязка срабатывает, вы видите такую белую линию, которую я уже сказал. Это значит, что срабатывает индикатор привязки. Теперь давайте поговорим об инструменте Favor. Включается он вот здесь вот кнопочкой сердечком, и вы видите, что у нас появляется дополнительный ползунок, и вот он что-то уменьшает, увеличивает, непонятно. Определимся сначала с основными позами и брейкдаун позами. То есть основная поза в данном случае, как у нас, это позы экстремума. Вы видите верхнее значение для нашей кости и нижнее значение для нашей кости. То есть между ними, если вы поставите любой ключ, это уже будет брейкдаун поза. Любые ключи между основными позами являются брейкдаун. Так вот, давайте теперь я вам покажу, как он работает. Значит, для начала давайте снимем выделение с костей. То есть я нажимаю на пробел. Все, теперь, когда я начинаю перемещать вот этот слайдер между двумя основными позами, у нас таймлайн сейчас выставлен на 10 кадр, он находится между вот этой основной позой в кадре 7 и основной позой в кадре 14. Выставляем где-то здесь примерно, и давайте переместим вот этот ползунок вправо. Перемещая его вправо, вы видите, что у нас создается дополнительный ключ, и этот ключ опускается. А куда же он опускается? Он у нас опускается к значению вот этого ключа. То есть, если я сейчас доведу вот этот слайдер до конца, ключ, значение этого ключа сместится к значению вот этого ключа. Давайте я сделаю побольше. И мы начинаем перемещать. И вот он, когда я дотянулся до конца, вы видите, что эти значения выровнялись. Теперь я могу то же самое сделать в другую сторону. Тогда этот ключ будет стремиться принять значение вот этого ключа. И вы видите, что хендлы тоже меняют свое направление. У этого слайдера нет конца. То есть вы можете, он снэпится к концу, но вы можете также протянуть его и дальше. Это не будет отображаться визуально на слайдере, но в графе вы будете видеть, что ваше значение этого ключа изменяется. Итак, давайте я вам расскажу, какие здесь есть пресеты. Основной режим Favor. Значения ключей двигаются либо к предыдущему
либо к значениям следующего ключа. Причем те ключи, которые дальше от цели, двигаются медленнее. Вот смотрите, я выделяю два ключа. Мы сейчас будем двигаться в сторону предыдущего ключа. И вот этот ключ примет значение значительно быстрее, чем вот этот ключ. Я сейчас двигаю влево. Вот этот ключ, он уже практически сразу принимает значение вот этого ключа, а правый ключ еще не принял. То есть он вот сейчас, вот только вот в конце, он принимает, когда довожу слайдер до сотни, он принимает уже значение вот этого ключа. А теперь, перемещаясь в режим Blend, это по сути то же самое, но все ключи двигаются с одинаковой скоростью. И вот теперь смотрите, в режиме Blend, когда я начинаю перемещать ключи, то у нас что этот ключ придут в значение вот этого ключа только по достижению слайдера 100%. Видите, в чем разница между Favor и вот Blend режимом? Давайте я покажу более наглядно. Вот у нас есть режим Favor. Я начинаю вот эти все ключи перемещать к значению вот этого ключа. Вот я перемещаю, и увидите, они изгибаются. То есть изначально-то они были на одной прямой линии, но они начинают изгибаться. Это все потому, что вот этот ключ двигается к значению вот этого ключа медленнее, чем вот этот ключ. Если мы выберем режим Blend, то все ключи будут двигаться одновременно с той же скоростью. Вот смотрите. Вот в чем разница, видите? Я думаю, тут понятно. Ну и то же самое вниз. То есть к значениям вот этого ключа. Дальше у нас идет режим Shift. В этом режиме мы смещаем ключи к значению. То есть, вот смотрите, я начинаю смещать, и, казалось бы, этот ключ уже дошел до значения вот этого ключа. Но на слайдере, если я дойду до 100 влево, то у меня вот этот ключ примет значение, самый дальний ключ примет значение вот этого ключа. Вернее, не самый дальний, а значение которого наиболее отличается от значения вот этого ключа. То есть, если мы сейчас возьмем, вот сделаем вот так, значение вот этого ключа уже не будет самым максимальным. Но если мы их выделим и буду перемещать их вот к этому значению, то смотрите, что происходит. Когда я дохожу до 100, у меня значение вот этого ключа выравнивается со значением вот этого. Надеюсь, тут все понятно. Ну и то же самое, если я буду тянуть в эту сторону. На значение 100 у меня вот этот ключ примет значение вот этого ключа. Дальше у нас режим лайнер. Что он делает? Он просто двигает ключи так, чтобы они выстроились на прямой линии между предыдущим и следующим ключами. Когда я потяну слайдер до 100, все эти ключи выстроятся в прямую линию. Очень удобная опция. Дальше у нас идут режимы average. Они, в общем-то, по сути, просто делают стандартное выравнивание кривой. То есть, когда у вас там много ключей, мало ключей, один ключ, вы просто делаете какое-то среднее значение. Вот и все. Следующий режим – это режим default. Что он делает? Он двигает ключи к значению по умолчанию. А какие у нас значения по умолчанию для ключей? Это их условно нулевые координаты. Для scale это 1, для rotation это 0, и для translate и share это тоже 0. Вот вы видите вот здесь, что у нас share по нулям, потому что у нас нет ни одного ключа. Scale стандартное значение, тоже нет ни одного ключа. У нас трансформированы только перемещения. И если мы подтянем ползунок вправо, то мы придем к тому, что выведем все ключи к значению 0 для транслейта. Я думаю, тут все понятно. Так, следующее у нас режим Setup. Режим Setup перемещает ключи к Setup позе. Вот в каком положении находится вот эта кость в режиме Setup, она вот где-то вот здесь у меня находится. Вот в это положение его и перемещает этот ползунок, когда он доходит до 100. Это, по сути, вот здесь. Тут тоже все понятно. И у нас есть режим Store. Этот режим двигает ключи к сохраненным, к значениям сохраненных кривых. Так, ну что, давайте теперь поговорим про инструмент Store. Вот он здесь находится. Очень полезный инструмент. Это такое хранилище кривых. Вот вы сделали анимацию, и когда вы нажимаете на эту кнопку, Store сохраняет все кривые для данной анимации. Как пользоваться этим? Для чего это нужно? После того, как вы сохранили эти кривые, вы можете изменять анимацию. И вот вы можете видеть здесь, что после того, как я изменил кривую, у меня под ней находится старая сохраненная кривая. Таким образом, вы можете изменить вот текущую анимацию. Допустим, вы хотите посмотреть, а как бы эта анимация выглядела с чуть-чуть измененными кривыми. И вы можете поэкспериментировать с кривыми, что-то сделать, проиграть анимацию, посмотреть, что получилось. И тут же, нажимая на кнопочку вот эту вот рядом, свапнуть кривые, чтобы посмотреть, как было до и после. Видите, когда я нажимаю на эту кнопку, у меня включаются старые кривые, и новые кривые становятся сохраненными. Теперь нажимаю снова, проявляются новые кривые, старые становятся сохраненными. Как только я выключаю вот эту кнопку, Store, у меня пропадают, стирают из памяти старые кривые. Таким образом, вы можете проводить какие-то эксперименты, вы можете смотреть, с какими изингами лучше работает анимация, с какими хуже. Очень удобный инструмент. Также он удобен тем, что, возможно, вы делаете покадровую анимацию. Да? Поставлю кадр и сейчас быстро накидаю ключи. Ну, вот примерно вот так. Смотрите, у меня появилась дуга, да? Ну и в целом мне окей с этой анимацией. Но управлять кривыми здесь достаточно сложно. Мне нужно изменять кривую для всех вот этих ключей. Поэтому что я делаю? Я беру, включаю режим Store, у меня запоминается вот эта кривая. Дальше все, что мне нужно сделать, это просто удалить ненужные кадры, ненужные ключи, выделить один ключ, который остался, я могу переместить его сюда, включить режим там Безье, вот это вот
и манипулировать хендлами. То есть я беру и повторяю, просто-напросто повторяю хендлами форму моей кривой. И теперь у меня вместо 14 кадров только 3 кадра. Это очень удобно. Так вот, теперь мы вернемся назад к режиму Favor Store. Смотрите, вот мы изменили какую-то кривую, да? И находясь в режиме Store для инструмента Favor, мы можем эти изменения немножко откатить к сохраненным кривым. Вы видите, когда я тяну этот слайдер, значение для rotation приближается к сохраненному значению, что очень удобно. Вот так он и работает, этот режим Store. То есть вы можете сделать очень много изменений различных для ключей. Вот вы как-то рандомно изменили анимацию и хотите, чтобы некоторые ключи вернулись к значениям кривых, которые были сохранены. Все, что вам нужно сделать, это просто выделить нужные ключи и перетянуть этот слайдер в значение 100. Вправо это значит к сохраненным значениям, влево на 100% от них. Вот так. То есть можем выбрать 3 ключа и переместить их в нужное значение. И последнее, что я хотел бы обсудить, это настройки отображения графа. Чтобы перейти к этим настройкам, вы нажимаете вот на эту кнопку, и здесь есть 2 чекбокса. Если убрать чекбокс Toolbar, вы уберете кнопки навигации. Если убрать чекбокс с значения Rows, вы уберете строки. В целом, иногда нужная и полезная опция для того, чтобы сохранить пространство. Если у вас, допустим, маленький монитор, или вы пользуетесь только хоткеями, это удобная функция. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.